Смена власти. Президент сделал неожиданное заявление. Кто будет управлять страной теперь? Люди покидают столицу. Более полумиллиона уже уехали. И сколько уедут в ближайшее время? Худший сценарий подтверждается? Революция на пороге. Жестокие действия полиции и миграционной службы. Задержанные умирают в тюрьмах, так и не дождавшись справедливости. Во что это может перерасти? Встреча в Кремле может начаться в ближайшее время. Российскую позицию услышали, а встреча с украинской делегацией сорвана. Историческая речь в Давосе, и на что она повлияла уже. Об этих и других самых главных событиях вечера среды 21 января. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Массовый выезд. Люди покидают столицу. Прислушались ли к советам властей или к звукам взрывов? Но результат налицо. Из Киева в январе уехали 600 тысяч человек. Такую цифру мэр Виталий Кличко озвучил в комментарии The Times. В его пресс-службе уточнили, речь не о переписи и не о регистрации. Замеры происходили по особой процедуре. Отсюда цифра, которую озвучил мэр. Так, например, считали, сколько оставалось людей в городе в начале войны. 800 тысяч было. Часть людей, кому было куда, уехали за город или к друзьям. На это наложились продленные каникулы, а также онлайн-обучение. Многие студенты, особенно не киевляне, разъехались. Пока российские генералы докладывают Путину о победах, силы обороны Украины без лишних разговоров выдирают кусок логистики и уничтожают гигантский склад боеприпасов на оккупированной территории. В занятом россиянами Дебальцево Донецкой области прогремела серия мощных взрывов. Над городом вспыхнул пожар, а детонация, судя по видео местных жителей, продолжалась очень долго. Взрывались боеприпасы на крупном складе. Оккупационные власти тоже не стали делать вид, что ничего не произошло. Местный так называемый мэр подтвердил взрывы боеприпасов и призвал людей держаться в укрытиях и подальше от опасных районов. Чем именно наносили удары, какие точные последствия для объекта, официально не уточнялось. Дебальцево – один из ключевых логистических узлов с дорогами и железнодорожной развязкой, поэтому удар по складу в таком месте бьет не по картинке, а по снабжению. Меньше снарядов, меньше возможностей быстро подвозить их дальше по фронту. Мир не близко. По линии Киева и Вашингтона есть реальное продвижение вперед, но о скором мире говорить рано. Ключевой фактор, говорит глава Офиса президента Украины, позиция России. Цитирую: «Вы понимаете, с кем мы имеем дело». Конец цитаты. Украине нужно в итоге справедливый мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления. Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Це, якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль. Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку Сполучених Штатів Америки. Интересно, что еще будучи главой украинской разведки несколько недель назад, Кирилл Буданов говорил, что в феврале 2026-го может появиться шанс на прекращение огня. Ну, теперь так. А вы как думаете? Далеко ли мы от мира? Ответы присылайте в комментарии. Тем временем российские посланцы уже успели поговорить со спецпредставителями Трампа в Давосе. И, судя по отзывам, все прошло хорошо, что не может не настораживать. Встречи проходят конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции. К слову, Стив Уитков, спецпосланник Трампа, в интервью CNBC заявил, что в ближайшие дни должен встретиться с Путиным. Ну а теперь решайте сами, далеко ли до реального мира и каким может быть этот реальный мир. А в Кремле, говоря российским дипломатическим языком, решили примазаться к общей движухе и впрыгнуть в уходящий поезд в Гренландию. Сергей Лавров придумал отмазку для РФ и одновременно поддержал Трампа. Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов. Ну и, конечно, когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватит Россия или Китай, ну, нет таких подтверждений. Сложно в такой логике найти подтверждение словам главы Белого дома о том, что Россия хочет Гренландию себе, когда она вот так просто ее отдает. Риторика призвана не объяснять реальность, а подменять ее, снять с повестки дня вопросы агрессии и оккупации и перевести разговор в плоскость великодержавной логики, где сила якобы автоматически создает право. В Европе тоже на это реагируют довольно жестко, пытаясь объяснить своим гражданам, что это другое.
Ну, когда между нами, трансатлантическими партнерами, возникает какой-то дипломатический вопрос, скажем так, дипломатично, я уверен, что Кремль этому радуется. И он использует это как может. Мы уже видели, как вот, например, министр иностранных дел России Лавров выкладывает твит, что для США Гренландия – это то же, что для России Крым. И очевидно, это оскорбление. Мы все это понимаем. Мировой порядок разрушен. Что дальше и кто выходит в лидеры? Боюсь, ответ вам не понравится. Экономический форум в Давосе дал сразу несколько ответов на подобные вопросы. Один из них, высказывание одного из политиков, уже называют историческим. Мы находимся в разгаре разрыва. Это не переход. За последние 2 десятилетия череда кризисов финансовых, медицинских, энергетических и геополитических оголила риски чрезмерной глобальной интеграции. Но в последнее время великие державы начали использовать экономическую интеграцию как оружие. У сильных есть их сила, но и у нас есть кое-что. Способность перестать притворяться, называть реальность своими именами, укреплять собственную устойчивость и действовать вместе. Карни обращается к так называемым средним державам с прямым призывом. Хватит делать вид, что все нормально, и жить во лжи. Пора говорить вслух, что прежняя система больше не работает, и действовать как самостоятельные игроки, а не вечные статисты при больших центрах силы. Новые и новые протесты, революция на пороге, улицы пылают, а народ не устает, высказывая свое мнение. До чего это может дорасти, если президент уже угрожал ввести войска, а губернатор, наоборот, задействовать гвардию? В США прошла волна протестов против иммиграционной политики Дональда Трампа. Тысячи рабочих и студентов вышли на улицы и кампусы в годовщину начала его 2-го срока. Поводом для новой вспышки возмущения стало жесткое усиление депортаций и резонансная история в Миннеаполисе, о которой мы уже говорили с вами и не раз, и которая закончилась гибелью 37-летней Рене Гуд. В Нью-Йорке на улице вышло более 100 тысяч человек против политики Дональда Трампа. Самая плотная точка – Таймс-сквер. Плакаты «Демократия, а не монархия», «Конституция, не факультатив». Толпа перекрывает подходы к метро. Сверху гудят вертолеты и дроны. Полиция держится в стороне. По данным нью-йоркской полиции, протесты прошли во всех 5 районах города и обошлись без задержаний. На протяжении многих лет самой большой угрозой для нашего бюджета всегда была возможная рецессия. Но я скажу вот что. Самый новый и самый непредсказуемый вызов сегодня – это нечто совсем иное. Прямые атаки на Штаты со стороны администрации Трампа. Но десятилетиями существовало базовое доверие. Всего за 1 год администрация Трампа разрушила это доверие. И основной удар пришелся по нам. Акции проходили и в Вашингтоне, и в небольших городах вроде Эшвилла в Северной Каролине. На видео слышны скандирования «No ICE, no KKK», «No Fascist USA». В Кливленде студенты выходили с лозунгами в поддержку беженцев. В Санта-Фе школьники уходили с уроков на митинг «Stop ICE террор». Протесты организовывали профсоюзы, инициативные группы, выступающие против лагерей для мигрантов, в том числе в Эль-Пасо, где, по данным федеральных властей, за 6 недель уже умерли 3 задержанных. Снова смена власти, смена приоритетов и потеря нефти. Переворот сначала в представлениях, а потом в столице. В Белом доме не исключают, что отдадут власть в Венесуэле лауреату Нобелевской премии. Видимо, не зря она приехала отдавать свою медаль Трампу. А теперь я люблю Венесуэлу. Они так хорошо с нами работают. Все стало очень приятно. И, кстати, одна невероятно приятная женщина сделала по-настоящему выдающийся шаг. Мария, может быть, мы сможем это сделать. Мы работаем с народом, с законным президентом и со всеми людьми Венесуэлы. Мы заключаем отличные сделки. Нефтяные компании готовятся к масштабным инвестициям. У них нефти больше, чем даже у Саудовской Аравии. Сама нобелевская лауреатка не против возглавить страну, за свободу которой боролась, и как раз за эту борьбу и получив Нобелевку. Венесуэла будет свободной, и мы продолжим эту работу. Свободной станет и Куба, и Никарагуа. Впервые в истории американский континент может стать свободным от коммунизма, диктатур и наркотерроризма. И нас бы здесь не было, если бы не преданность, стойкость, щедрость и мужество венесуэльского народа. Но также, если бы не поддержка, видение и смелость выдающихся лидеров, таких как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Дональд Трамп тем временем заявляет, что Венесуэла поставит до 50 миллионов тонн нефти. То есть цель фактически достигнута. Дальше сами.
Война пробирается в российские школы. Главное теперь не наука или обучение. Теперь в стороне не сможет остаться никто. Всех российских школьников будут учить сборке и управлению дронами. Эти навыки включают в курс «Основы безопасности и защиты Родины». Для кабинетов уже утвердили перечень оснащения от солдатского снаряжения и макетов оружия до комплектов для разработки и пилотирования БПЛА. Отдельным блоком идут именно дроны, конструкторы, тренажеры, программно-аппаратные комплексы. Формально это техника и безопасность. По факту подготовка будущих операторов войны прямо со школьной парты. Красиво, но противозаконно. Когда вернулась с курорта, где была королевой, домой к статье. В Ташкенте оштрафовали 21-летнюю участницу «Мисс Земля-2025» из Ферганы из-за костюма с узбекской символикой. Девушка выступала на конкурсе в Маниле в октябре 2025 года в образе, вдохновленном флагом и гербом Узбекистана, а затем выложила фото в Инстаграм. Суд посчитал это нарушением законодательства о госсимволах. На заседании она вину признала частично и объяснила, что на костюме не было полумесяца и 12 звезд. То есть, по ее словам, это был не полный флаг. Попросила учесть смягчающие обстоятельства. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что Дональд Трамп собирается заменить ООН. Ряд стран, по данным Bloomberg, готовятся отказаться вступить в Совет мира, а Украина получила приглашение и публично дала понять, что формат вместе с Россией выглядит как Совет войны. Если пропустили, обязательно посмотрите, а мы с вами увидимся уже утром.